Здравствуйте, любители макросъемки. Меня зовут Борис, и я представляю зоологический портал «Фауна Беларуси». В личных сообщениях и в комментариях под видео зрители просили меня рассказать, как я снимаю макровидеоролики. Это видео я не позиционирую как урок или тренинг. Через него я постараюсь передать свои мысли, наработки и опыт, чтобы любитель макросъемки смог с чего-то начать, прежде чем он наработает свой личный опыт и методику съемки. В определенный момент я понял, что мне нравится не только фотографировать насекомых, но и снимать их на видео. Во многом на это желание повлияли телепередачи Николая Дроздова, Джорджа Брассара, а также некоторых других исследователей диких животных. Хотелось снимать так же красиво, интересно и качеством не хуже. Когда пришло понимание этого, я начал изучать информацию, как проходят съемки. На просторах интернета очень много информации по макрофото, а макровидео осталось без внимания. Почему? Это работа в киноиндустрии. Среди любителей макровидео не востребовано, поскольку весьма трудоемко. Судите сами. Написание сценариев, съемка, монтаж видео, звукозапись и его обработка, подбор фоновой музыки и продвижение готового видеоролика. Столько всего, и я наверняка даже что-то забыл. И поначалу это должен делать один человек. А представьте, чего может добиться группа энтузиастов. На фоне этого контрастировало профессиональное видео крупных телеканалов. Опять же, как снято и смонтировано, непонятно, поскольку информации нет. Самое логичное решение, которое пришло в голову, это взять опыт из макрофото и адаптировать под макровидео. Вначале я просто снимал сидящих насекомых, не понимая, что это не очень-то интересно смотреть, потому что это та же самая фотография, только качеством похуже. И вот в один из съемочных дней мне на глаза попалось насекомое, которое совершенно отказывалось меня замечать. То есть оно позволяло мне двигать технику так, как мне вздумается, не таясь. И это был один из первых сюжетов, заснятых мною на видео. В общем, я долго набивал шишки и нарабатывал опыт методом проб и ошибок. И сейчас мне многому нужно учиться, поскольку макромир разнообразен. Часто так получается, что к разным группам беспозвоночных нужны разные методы съемки. Это будет темой одного из последующих видео, а сейчас давайте поговорим о технике, которая вам понадобится для видеосъемки. Штатив, пожалуй, самая важная вещь макросъемки после самой камеры. Дело в том, что любое резкое подергивание картинки можно расценивать как бракованный кадр. Даже если у вас крепкие руки, снимать на видео мелких насекомых у вас вряд ли получится. Однако справедливости ради стоит отметить, что есть люди, которые снимают видео без штативов. Однако объекты их съемок гораздо более крупные и выходят из понимания традиционного макро 1 к 1. В некоторых камерах есть оптическая или матричная система стабилизации изображения. Однако их не стоит рассматривать как замену для штатива. Плавное, но значительное смещение кадра все равно будет резать глаз. Использовать программную систему стабилизации изображения в видеоредакторах также нежелательно для этих целей. Поэтому для полноценной макровидеосъемки вам понадобится штатив или средство, фиксирующее камеру. Например, я знаю людей, которые используют различные предметы для упора под руку или камеру. Это позволяет быть более мобильным, однако полноценной фиксации не дает. Как раз в этом случае и пригодится система стабилизации изображения. Высота поверхности, на которой находится насекомое, будет разной. Поэтому для макровидеосъемки вам понадобится несколько штативов. Это настольный или мини-штатив, чтобы снимать с земли, мха или растений на высоте 10-20 см. Средний штатив, с которым можно снимать на высоте примерно 20 см и выше. И большой штатив, который способен поднять камеру выше метра. Размеры штатива в сложенном состоянии я рекомендую вам подбирать под рюкзак, в котором вы будете переносить видеотехнику. Я в свое время этого не учел, и теперь мне приходится носить его в руке, а не в рюкзаке на плечах, что значительно удобнее. К слову, бывают интересные модели штативов, которые позволяют заменить собой большой, средний, а также частично мини-штатив. Он более мобилен,
поскольку вам не нужно будет тратить время на то, чтобы переставить камеру с одного штатива на другой. Все, что вам нужно будет сделать, это отрегулировать высоту ножек и центральной штанги. Однако он не обладает большим весом и будет непрочно стоять на грунте, что немаловажно. Будет очень здорово, если у вас на штативе окажется видеоголова. Они значительно дороже обычных, но именно видеоголовы могут обеспечить плавный поворот камеры, без рывков. И именно здесь понадобится тяжелый жесткий штатив, потому что во время поворота камеры, прикосновений руками, снизится шевеленка камеры и картинки соответственно. Рекомендую обратить внимание на штативы с механизмом вертикального подъема центральной стойки. Это можно использовать как дополнительный художественный прием. Следует внимательно отнестись к выбору штатива на наличие люфтов в различных его узлах. Штатив должен быть крепким, жестким и без болтанки. Качество его материалов и сборки напрямую влияет на качество видеокартинки. Итак, камеру мы зафиксировали, но на нежелательное движение в кадре может повлиять еще кое-что. Ветреная погода может испортить съемку. Ветка или травинка может сильно шататься. Даже незначительные колебания в макромире – это сильное смещение насекомого в кадре и выход его из глубины резкости. Вашему зрителю не понравится болтанка. Для фиксации поверхности, на которой сидит насекомое, можно использовать все, что угодно, лишь бы оно было жесткое и твердое. Например, второй штатив или жесткая ветка. Закрепить травинку можно прищепкой или резинками. Здесь можно придумать много чего. Проявите смекалку. Также есть масса покупных держателей. Таким образом, шевеленку можно убрать полностью или значительно ее уменьшить. Делайте все аккуратно, чтобы не спугнуть насекомое. Конечно, такие вещи проще провернуть с медлительными насекомыми или с теми, кто уверен в своей защите. В кинематографе часто используется видеооператорский кран. Он служит для красивых переходов между планами. Если бюджет позволяет, его можно использовать в макровидеосъемке. Также стоит задуматься о средстве передвижения, так как кран тяжелый и особо его по природе на себе не потаскаешь. Чуть менее красивые кадры можно сделать с помощью штатива. Он менее подходит для таких задач и не совсем удобен в использовании. Зато не нужно ничего дополнительно покупать и носить лишнюю технику. Отлично, если на вашем штативе имеется видеоголова. Тогда вы получите большую степень художественной свободы. В обычной видеосъемке применяются слайдеры. Они служат для красивого перемещения кадра. В макровидеосъемке их тоже можно применять или же заменить на макрорельсы. И они будут выполнять следующие задачи. Первое. Можно сделать проводку. Это разнообразит ваши статические видеоролики динамической картинкой. И второе – точное наведение резкости. Фокусировочным кольцом не всегда удобно наводить резкость. Макрорельсы разлинейны, и поэтому по ним можно очень точно навести резкость, двигая камеру вперед-назад. Однако при обращении с макрорельсами стоит помнить, что камера по ним ходит с определенным усилием, и если штатив стоит на мягком грунте или на мху, то скорее всего камера будет шататься. Выбирайте макрорельсы с плавным ходом. Если бюджет вам позволяет, вы можете купить моторизированные макрорельсы. У них плавный ход, поскольку ими управляет мотор. Для того, чтобы картинка была красивой, используют дополнительный свет. Причины для использования дополнительного света бывают разные. Ярким солнечным днем обычно бывают резкие тени, то есть часть насекомого может быть освещена сильно, а вторая его часть будет в тени, и это некрасиво. Второй причиной является недостаток освещенности. Это серьезная проблема, и я думаю, что не стоит объяснять, что камерам иногда не хватает света вечером или в тени под деревом. Для устранения причин плохой освещенности бывают разные решения. Самым элементарным из них является отражатель. Его можно использовать для того, чтобы солнечный свет подсветил резкие тени. Это могут быть мини-отражатели, купленные в магазине, или же просто лист бумаги. Более удобное и практичное решение – искусственный источник света.
Большим его плюсом является возможность снимать даже в сумерках. Для этих целей можно купить лампу на светодиодах, которая крепится на горящий башмак или на дополнительный штатив. Последний вариант более приемлем, так как позволяет выставить свет под нужным углом к объекту. Также лампу можно держать просто в руке. Самое главное, ею не дергать, так как в кадре будет видно движение светового пятна и бликов. Для макровидеосъемки можно использовать лампы, цепляющиеся на объектив, а также макровспышки, дающие постоянный свет. Ими можно регулировать освещенность кадра, прикрывая одну часть кольца и оставляя нужную. Источников искусственного света может быть несколько. Это зависит от вашего художественного вкуса. И крепить их можно на специальные держатели, которые ставятся на горящий башмак или между камерой и штативом. Теперь давайте поговорим о звуке. Записывать качественное звуковое сопровождение можно и нужно. Ни для кого не секрет, что именно звук создает атмосферу в кино. Да, у нас не художественное кино, но эмоциональная составляющая имеет место быть. В ваших видео вы можете использовать звуки природы, фоновую музыку, а также комментарии о происходящем в кадре. Записывать звук можно с помощью следующего оборудования. Микрофон-пушка крепится на горящий башмак, подключается к камере или к рекордеру, обладает направленностью, то есть громче будут записаны звуки непосредственно перед камерой. Позволяет записать звуки природы более качественно, чем это делает встроенный микрофон. Петличный микрофон. Вам он обязательно понадобится, если вы в кадре и говорите на камеру. Суть такова, что если вы используете встроенный микрофон камеры или же микрофон-пушку, то все окружающие звуки будут примерно такой же громкости. Петличный микрофон расположен возле рта, соответственно, ваш голос будет звучать громче, чем шум деревьев или пение птиц. Подключить петличный микрофон можно непосредственно к камере. В таком случае вам необходимо обратить внимание на модели с длинным проводом или же беспроводные модели. Некоторые камеры не питают вход под микрофон, поэтому стоит обратить внимание на модели с фантомным питанием. Есть петлицы, которые можно подключать к смартфонам. В таком случае звук будет писаться не на камеру, а на мобильный телефон, что удобно, поскольку вы не привязаны проводом к камере. В таком случае вам нужно будет обратить внимание на модели с мини-джеком на 3 пина. Профессиональный рекордер. Подключая микрофон-пушку или петличный микрофон к камере или к смартфону, учитывайте тот факт, что производители могут снабдить вход под микрофон разного качества. То есть, если вы купите качественный микрофон, а вход будет некачественным, то это будет просто неразумная трата денег. Если бюджет вам позволяет, вы можете приобрести какой-нибудь рекордер, например, Zoom H1. Он относительно недорогой в сравнении с другими подобными устройствами и позволяет записывать звук в хорошем качестве с подключенного к нему микрофона. Студийный микрофон в связке со звуковой картой. Если вы отсняли видеоматериал и хотите записать закадровый голос, я считаю оправданным максимальное качество. Для этого можно воспользоваться тем же Zoom H1 или же студийным микрофоном в связке со звуковой картой. Это относительно дорогое оборудование и требует навыков настройки и обработки звука. Эту проблему можно решить, если у вас есть знакомые музыканты и если они согласятся вам помочь. Подбирая технику для съемок, стоит задуматься, как вы ее будете переносить. Это важный момент. Для этого можно использовать кофр или фоторюкзак. Он должен быть удобным для переноски и обеспечивать быстрый доступ к технике. Если вы используете дополнительно еще какую-то технику, обязательно напишите в комментариях. Всем будет полезно перенять ваш опыт. Не расстраивайтесь, если у вас нет чего-то из вышеперечисленного. Самое главное, начните снимать. И научитесь это делать хорошо с теми вещами, которые у вас имеются. А потом будете просто докупать все необходимое для того, чтобы расширить свои творческие возможности. Сегодня мы поговорили о технике, которая вам понадобится для макровидеосъемки. Следующий видеоролик будет посвящен камерам. Я расскажу о ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе камеры для макровидеосъемки.
Если кроме макровидео вам интересна съемка птиц, рекомендую обратить свое внимание на канал Василия Вишневского, где он безвозмездно делится своим опытом. На сегодня это все. Если это видео было для вас полезно, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях, на тематических форумах и сайтах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы и делитесь опытом по макровидеосъемке в комментариях под видео. Всего доброго, творческих успехов, пока!